Привет! В прошлом мастер-классе мы закончили вязать ушки, и сейчас я покажу, как вязать хвост. Делаю цепочку из 15 воздушных петель. Второй ряд вяжем по цепочке в одну и в другую сторону, начиная со второй петли от крючка. И я вяжу 28 столбиков без накида. Провязала 14 столбиков без накида, поворачиваю вязание и вяжу в другую сторону еще 14 столбиков без накида. Провязала, делаю соединительный столбик в воздушную петлю и дальше вяжу с 3 по 8 ряд одну воздушную петлю, 28 столбиков без накида. Крючок завожу за обе полупетли. Провязала и дальше делаю соединительный столбик в воздушную петлю. Провязала и 9 ряд 1 воздушная петля и 10 столбиков без накида по кругу. 5 столбиков без накида с одной стороны. Так, я провязала 5 столбиков без накида. Здесь 1 воздушная петля, это соединительный столбик, и 1, 2, 3, 4, 5. Следующий столбик я вяжу в эту петлю. И делаю соединительный столбик. В 10 ряду я вяжу 1 воздушную петлю, 10 столбиков без накида по кругу, и делаю 1 соединительную петлю. Дальше я делаю 6 воздушных петель. И во вторую петлю от крючка вяжу 10 столбиков без накида, 5 столбиков с одной стороны и 5 столбиков с другой. Поворачиваю вязание и вяжу по цепочке в другую сторону. И делаю соединительный столбик в воздушную петлю. Затем с 12 по 15 ряд я буду вязать 1 воздушную петлю, 20 столбиков без накида по кругу, 10 столбиков с одной стороны и 10 столбиков с другой стороны. Провязала и делаю соединительный столбик в воздушную петлю. И вот что у меня получилось. И продолжаем вязать до 15 ряда 1 воздушную петлю, 20 столбиков без накида по кругу и соединительный столбик в воздушную петлю. Провязала. Дальше в 16 и 17 ряду
я вяжу одну воздушную петлю, 6 столбиков без накида по кругу, 3 столбика с одной стороны, поворачиваю вязание и нужно провязать 3 столбика с другой стороны. 3 я уже провязала, это воздушная петля, это соединительный столбик и 3 петли еще мне нужно провязать. И соединяюсь в воздушную петлю. В 17 ряду я вяжу одну воздушную петлю, 6 столбиков без накида по кругу, делаю соединительный столбик и вытягиваю нить, оставляю небольшой хвостик. Беру нить коричневого цвета, вывожу нить из воздушной петли и буду вязать 18 ряд. 1 воздушная петля, 6 столбиков без накида, провязала и соединяюсь в воздушную петлю. Эти хвостики можно связать и обрезать. 19 ряд, 1 воздушная петля, 6 столбиков без накида и соединительный столбик. Дальше я вяжу 20 ряд, 6 воздушных петель и во вторую петлю от крючка вяжу 16 столбиков без накида по кругу, 5 столбиков без накида с одной стороны цепочки, 6 столбиков без накида здесь и 5 столбиков без накида в другую сторону цепочки. Провязала и соединяюсь в воздушную петлю. И дальше с 21 по 23 ряд я вяжу одну воздушную петлю, 16 столбиков без накида по кругу и соединяюсь в воздушную петлю. Связала, затем нить обрезаю, оставляя длинный хвостик для пришивания. Вытягиваю. И теперь так, этот хвостик можно закрепить и обрезать. Дальше берем желтую нить и сшиваем это отверстие. Я сшиваю за крайние полупетли. Затем возвращаюсь обратно. Связываю хвостики и прячу их вовнутрь. Таким же способом сшиваю это отверстие, затем это отверстие я сшиваю вот этим хвостиком, тоже прохожусь сюда, затем в обратную сторону и нить не обрезаю, а буду потом еще пришивать ею хвостик. Посшивала все края и теперь нам осталось еще связать 2 глаза и 2 щечки. Для глаз берем черную нить. Делаем кольцо амигуруми и вяжем в него 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо, обрезаю нить, оставляю длинный хвостик для пришивания. И теперь эту нить вставляем в иглу
Завожу иглу таким образом за обе полупетли и возвращаюсь в то место, откуда только что выходила нить. Делаю еще один такой глаз, беру красную нить и по той же схеме делаю щечки. Теперь нам нужно отпарить все детали утюгом через тряпочку или использовать такую специальную накладку на утюг. Проглаживаем все углы, вот это место и здесь, чтобы низ не отворачивался. Глаза и щечки нужно прогладить по лицевой стороне, а пришивать мы будем за изнаночную сторону, за вот эти петельки. Вот они идут, такие петелечки. Хвост тоже можно по лицевой стороне прогладить. Он станет плотнее и ровнее. Ушки не нужно ничем наполнять, просто отпарить утюгом, так чтобы хвостик был сбоку. И теперь будем пришивать детали к кофте. Берем нить от кольца амигуруми, смотрим на последний ряд с этой стороны и с этой стороны. От края вводим иглу во вторую петлю. Также и с другой стороны. Край 1, 2, вторая петля. А эту нитку, что сбоку, вставляю в иглу и пришиваю деталь за те петли, которые я вам показывала. Дальше связываю хвостики, закрепляю и обрезаю. Также делаю и со второй щечкой. Дальше будем пришивать глазки. Берем нить от кольца амигуруми, вставляем в иглу, отсчитываем от края шестой ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И второй ряд от шва. Также и с другой стороны. Вверх от края шестой ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И от шва 1, 2, вторая петля. Пришиваю так же, как щечки, только хвостики не спешите обрезать. Ими еще вышьем мордочку. Я пришила глаза, хвостики закрепила и обрезала, кроме одного, который я вывела на середину. И теперь буду вышивать нос. Он будет начинаться на уровне низа глаз. Вывожу иглу посередине и вышиваю крестик. Сначала такой, а потом такой. Так, чтобы у нас получился маленький носик. Затем от кончика носа опускаемся на ряд ниже и 2 ряда в сторону. И вышиваем ему щечки. Делаем одну такую галочку и еще одну. Черную нить уже можно закрепить с изнаночной стороны и обрезать. И еще осталось сделать блики на глазах. Берем белую нить, вставляем в иглу и выводим в это место между передней и задней стенкой петли в верхнем углу глаза.
Захватываем одну ниточку вот здесь и возвращаемся обратно. И получается такой блик. Таким же образом делаем и на другом глазу. Ниточки связываем, закрепляем и обрезаем. Вот такая мордочка у меня получилась. И теперь я буду пришивать ушки. Один край я пришиваю в угол. А другой край не вертикально, а немного под углом. Где-то напротив этого шва. Буду захватывать крайние полупетли. Возвращаюсь иглой в то же место, а дальше буду двигаться к этой метке. Пришила и затем возвращаюсь, захватывая эти полупетли. Возвращаться буду не этим же путем, а немного выше. Одно ушко пришила, нить закрепляю на изнанке и обрезаю. Таким же образом симметрично я пришила и в другое ушко. И теперь буду пришивать хвостик. Ищу середину кофточки и буду начинать пришивать его в 7 ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чтобы хвостик не болтался, я его пришью таким квадратиком. Все, хвост пришит, можно теперь закрепить нить и обрезать. И вот такая кофточка у меня получилась. Можно сделать застежки. Наиболее удобными мне показались застежки вот такие, которые я пришиваю на изнанке. Вот так он немного торчит. И вот таким образом я закрываю кофту. За уже готовые петельки на краю кофты. Для маленькой куклы я сделала такие крючки из проволоки толщиной 0,6 мм. Вот так они выглядят в закрытом виде. Легко расстегивать, застегивать. И вот таким образом я скрутила их из проволоки и пришила. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Если да, ставьте, пожалуйста, пальцы вверх. Встретимся в следующих видео. Пока!